Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов. Сегодня у нас интересная работа жилет или жакет. Жилет с такой планочкой широкой и очень интересным узором. Да, моя любимая слонимская пряжа. Если у кого-то ее нет, а я не настаиваю на том, чтобы вязать только из нее, я же показываю принцип вязания. Мне пряжа нравится, она мягкая, она тактильная, она не тянется, не линяет, не садится. Поэтому за вот эти ее качества я люблю. И слонимская пряжа очень красиво ложится в любой узор, что мне тоже очень нравится. А вам предлагаю посмотреть, как можно связать такой интересный, простой, красивый жилет. У меня очень красивые слонимские ниточки. Они мне очень нравятся тем, что толщина 420 метров в 100 грамм. Это оптимальная толщина для практически многих вещей, кофточек, туничек. И очень красиво складывается узор. Сколько я вязала, вот слонимская пряжа и хлопок, и полушерсть, он всегда смотрится красиво. За что я и люблю слонимскую пряжу. Она не линяет, не садится, не вытягивается, носится хорошо. Я ее стираю, эти вещи в стиральной машинке, проглаживаю потом утюгом, и форма не теряется. Всегда красиво смотрится. За это обожаю слонимскую пряжу. Вяжу крючком 2,75. Также у Ирины Мальцевой они есть. Вот. Что хотела сказать. Вчера мы с вами разбирали узор, который вяжется по кругу. Сегодня все то же самое. Мы набираем колечки. Как набирать? Смотрим видео мастер-класс, который вышел вчера. Вот они, с колечки. 3 колечка, раппорт узора. Вот он, узорчик. Смотрим, как он вяжется. Я хотела лишь сказать, что я добавила еще 2 колечка. 2 колечка в самом начале и в самом конце на планочку. Планочку будем вязать таким образом. Один ряд столбики с накидом, один ряд полустолбики. Ряд столбики с накидом, полустолбики. Почему? Потому что просто столбики, они выглядят намного, вязание намного длиннее. И это некрасиво. С узором не сопоставляются. То есть лучше всего чередовать. Вот. Набираем колечки по окружности бедер. Раппорт узора 3 колечка и 4 мы оставляем на планочку. Вот. Вяжем ровно до проймы. До проймы. Потом я покажу, как распределить на пройму саму, на спинку, наперед. И естественно, что самое главное, вырез горловины, как сокращать узор, чтобы он красиво смотрелся именно в вырезе. Ровное вязание, это намного проще, чем, наверное, по кругу. Мы набираем наши колечки, вяжем туда и обратно тем узором, который мы разбирали вчера. Ссылочку на узорчик я оставлю в описании под видео, чтобы можно было посмотреть и вчерашний видео мастер-класс, попробовать, как вам больше нравится. Может быть, вам захочется связать безрукавку по кругу, либо жилет, как вот я буду сегодня вязать прямым вязанием. Все в ваших руках, смотрите видео и вяжите. Провязали рядочки до проймы, это получается примерно 40 сантиметров у меня. Вот. 40 сантиметров провязали. Теперь наша задача разделить на 3 части вязания, то есть оставить пройму. На пройму я оставляю вот один узорчик вот такой. Оставили на пройму с одной стороны, с другой. Перед вяжем отдельно каждую полочку. И спинку от проймы, от маркера до маркера вяжем просто ровным полотном. Спинку вяжем просто ровно. А полочку первую, вторую вяжем тоже отдельно, но покажу, как нам сделать горловину. Вот. А так вяжем. Дошли до проймы, разделили на 3 части. Спинку можно оставить чуть больше. И вяжем уже по отдельности. Я провязала маркеры, да, у нас стоят. Это мы не вяжем. Спинку провязала отдельно. И еще одну полочку тоже провязала отдельно. Теперь мы с вами будем вязать эту полочку
с другой стороны, а потом соединять и сшивать. Что мы делаем? Там, где у нас маркеры стоят, мы начинаем вязание. Причем вязание начинаем, смотрите, сразу вот между основными узорами. Я привязываю ниточку. Привязала ниточку и 2 воздушные петли подъема. 2. В это же место еще 2 столбика. Это, знаете, это будет уже сразу обвязка идти. Вот я связала на спинке. Сразу 3 столбика, как обвязочку. Чтобы потом уже нам не обвязывать. У нас уже обвязка будет готова. Теперь вяжем по узору 1, 2, 3, 4. Помните, да? Через пышный столбик. 1, 2, 1, 2. Дальше мы все вяжем по узору. Вот у нас 2 узорчика получилось у меня, у кого-то больше, у кого-то меньше. Я провязываю 2 раппорта, ничего не меняя, просто ровненько 2 раппорта, и потом начинаю делать убавление. Вот у меня провязан 1 раппорт отдельно и 2 раппорт отдельно, и со 2 раппорта вот здесь я начинаю убавлять. Покажу как. Пока ровным полотном вяжем 1, 2 узорчика, потом делаем такое вот сужение небольшое, приводится к 1 раппорту, и уже будем сшивать плечи. Провязала 2 рядочка я, 2 раппорта узора. Заканчиваю вот 2 узорчик и начинаю сокращать. Провязали мы 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И вот у меня идет планочка. Никаких больше воздушных петель я не делаю перехода, я просто-напросто сокращаю весь узор и вяжу планку. То есть моя задача сократить 1 узор, у меня там 2, 1 узор я сокращаю, 1 еще потом провяжу, пока вот таким образом. Провязала планочку туда и обратно, идем дальше, сокращения у нас идут ровно по центру, провязываем 1, 2, 3. 3 столбика. Дальше вяжем по узору 1, 2, 3, 4. Узор провязываем 1 полностью. Как его вязать, мы знаем. Вяжем туда и обратно. И на обратном пути еще раз делаем сокращение. 1 узорчик я провязываю полностью. А 2, который мы начали сокращать, 1, 2, 3, я сокращаю тоже полностью. То есть я пропускаю весь узор и начинаю вязать планочку. Все, больше мы про 2 узор не помним, ничего не знаем. Мы его сократили. Теперь у нас будет вывязываться только 1 узор. 1 узор и планочка. А с одной стороны 3 столбика. Вот таким образом сократили. И наша задача провязать 1, 2, еще 2 узора. И потом сшиваем с спинкой. Вот, сделала такое небольшое за 2-3 рядочка сокращение. И просто-напросто провязываем плечо. Одну половинку я сшила вот таким образом. У меня получается планочка и узор. Я взяла 2 узора со стороны спины и сшила их. Теперь то же самое я делаю с другой стороны, с изнаночной стороны. Конечно, я вывернула. 1 узор мы провязываем прям петелька в петельку, и у нас остается планочка. И вот эту планочку нужно распределить, вот так вот совместить с еще 1 узором. Вот. Каким образом? Там, где воздушная петелька, мы подхватываем воздушную петельку с одной стороны, а с другой столбики. И столбиком без накида провязываем насквозь с одной стороны и с другой стороны узор. Вот как у нас есть. Если здесь у нас столбик, мы в столбик, с другой стороны тоже столбик. Если воздушная арочка, подхватываем под воздушную арочку и провязываем столбик в столбик. Можно иголочкой, да, но я обычно
как-то вот крючком. Если воздушная арочка, значит просто арочку подхватываем и провязываем наши столбики с другой стороны. И последний столбик провязываем в столбик с другой стороны. Так, все ниточки. И провязываем. Все, плечо готово. Обязательно с изнаночной стороны, да, это делается. Вот. Ниточку спрятать нужно в те столбики, которые у нас есть. За воздушной арочкой сложно ниточку прятать. Так. Вот, обычно я в столбики прячу. И у нас получается с вами, выворачиваем изделие, получается жилет вот такого плана, красивого узорчика с неглубоким вырезом. Если хотите вырез поглубже, тогда сразу от проймы, где вот у нас мы распределили на пройму, от проймы сразу нужно делать уменьшение. Я еще после проймы 2 узорчика провязала, потом только начала делать убавление. Тут уже смотрите, ориентируйтесь по вашим вещам, которые у вас есть, и которые хорошо на вас сидят. Это самый главный показатель. Вот. На жилет у меня ушло 200 грамм 46 размера. Ниточка 420 метров в 100 грамм, 4 ниточки. Я всегда вяжу 4 сложения. Очень приятный цвет, такой нежный, сиреневый. Планочка у нас в этот раз побольше, в прошлый раз в жилете была меньше. И интересный узорчик. Схему на этот жилет у нас есть. Обязательно выложу в сообществе. Надеюсь, вам понравилась работа. Предлагаю вместе связать. Вяжется совсем несложно. Узор я разбирала отдельно по кругу, если кто-то захочет. И отдельно мы связали этот узор для жилета. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. Обязательно пишите комментарии, для меня это очень важно. До новых встреч!